Mammoth Hunters — мобильная игра, вышедшая больше месяца назад, которая довольно стабильно держится высоко в рейтинге новинок Google Play. Больше сотни тысяч скачиваний и далеко не самая лучшая оценка 3,4. Ждет ли нас что-то поистине любопытное? Давайте посмотрим. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Итак, управление у нас кажется довольно простеньким. Прицеливаемся и бросаем копье. А в кого бросать копье? Погодите. У меня есть 4 копья, это типа по попыткам у нас походу идет. А, вот, вижу, енот. Но пока что все элементарно просто. Я поинтересовался отзывами на эту игру и в целом знаю, что она из себя представляет. Но, как понятно из названия, суть это охотиться на мамонтов. Но до мамонтов нам еще нужно добраться. Есть у нас прогрессия. Начинаем мы с самых первых животных. Это енот. Енот у нас пал после 3 высов, а дальше нам уже нет смысла охотиться. Да, осталось последнее копье. Кстати, а это точно копье? Что-то по пропорциям с нашим героем, это не выглядит как копье. У нас открылось новое животное, это какой-то... А кто это? Это не олень, по-моему. Есть какой-то сундук, который нам выдает монетки и который у нас восстанавливается, как я понимаю, каждые 15 минут. Ну окей, небольшой буст есть. Есть у нас прокачки 3, это этот же сундук, это прокачка weapon, оружия, то есть копья, и people, это количество охотников. А здесь у нас что? Здесь у нас контент за донат, как я понимаю, но это чисто визуал, по идее, или нет? Или урон он тоже дает больше? Где у нас олень, собственно говоря? Ага, вот у нас олени довольно-таки далеко. По графике, кстати, выглядит довольно-таки простенько, но я бы сказал со вкусом. Ну, не так, что прям что-то плохое. Играть в это можно. Ну, и игра сама по себе довольно-таки казуальная, так что здесь и ожидать какой-то сверхграфики, ну, нельзя. Это у вас какие-то, мне кажется, завышенные ожидания. А я что, не вывезу? Это последний бросок? Ну, я вроде как все попадал почти. Нет, не вывожу. Ну, за фейл нам ничего не дают, да. А реально, графику здесь нельзя как-то повысить, потому что есть некоторые вот эти пиксели, вот это как будто мне не нравится. Вот когда я вот так вот в зуме смотрю, вот тогда, выглядит лучше. Хедшот сюда. Так, а что у нас здесь по ограничениям? Вот здесь все full, а в другую сторону, если я поворачиваю, у нас... Какой обзор? Ну, примерно обзор 180 градусов, даже немного меньше, чем 180. Блин, а я не попал. Ладно, 2 залетело копья. Странно как-то работает здесь бросок, мне это кажется, или здесь немного не так летят копья, как я целюсь. Но я, как тот, кто читал отзывы, скажу вам то, что да, там жалуются игроки на то, что здесь реально с точностью есть какие-то проблемы. Типа ты целишься в одну часть, но как-то разброс, копья в разные стороны немножко летят. Но пока что я с этим особо не сталкивался, но с другой стороны у меня только 3 человека, может быть, чем больше людей будет, тем больше это будет видно. За какого-то енота нам дали 1 гем, и я могу сделать уже 5 копий. Некоторые животные, кстати, к нам спиной оборачиваются, им хедшот прописать почти что нереально, а вот это животное у нас двигается. А что будет, если мы по движущейся цели будем попадать? Здесь как бы есть время на полет нашего оружия, типа мы не попадем или как это работает? По идее, если у меня успехом увенчается охота на оленей, ну или не на оленей, а кто это там такие, то тогда у нас должно открыться новое животное. Сложнее намного целиться в оленя, потому что он далеко. Здесь зум, ну не такой огромный, как может показаться. Так, а я в дерево сейчас не попаду? Нет, не попал. Цель движущаяся, и мы реально не попали. Да, я был прав. По движущей цели лучше не стрелять. Но хотя здесь есть анимация. Анимация может нас застать не в подходящий момент, но с другой стороны, это своего рода реализм. Ну типа в реальной жизни на охоте цель же тоже не будет просто стоять и ждать, пока ты в нее выстрелишь, правильно? И дальше у нас койот открывается следующим животным. Ну, койота мы едва ли вывезем. А где олени у нас? Ага, есть олени. А где койоты тогда? Погодите. А, вот, койоты еще дальше, блин. А это не слишком хардкорно? Вот тут я как будто бы не попал, ну или в область шеи где-то попал. Нет, все зарегало. Все 3 попадания. Ну да, странно летит. Видели то, что одно копье попало вообще в заднюю ногу? Ну типа это никак бы не должно было быть. Если точно под моим прицелом летит все. Здесь есть такие моментики, где, например, одно животное перекрывает другого. Но в этот раз нам почему-то зарегало в дальнего, в которого я и хотел. Ну короче, здесь нужно как будто бы на опыте еще многие вещи раскрывать. Игра кажется довольно-таки казуальной, простенькой. Но что-то с опытом здесь все равно нужно будет еще раскрыть, посмотреть. О, 3 мифа мне зарегистрировала. Ну да, это начинает, если честно, раздражать. То, что иногда
Игра просто непонятно по какой логике. То защиту я попадаю, то нет. Вот здесь засчитала, причем куда-то вообще в тонкую ножку попали. Как это вообще так получается? Кстати, а что с текстурками? Здесь сверху, когда только что показывала полет, там вообще как будто бы что-то не отрисовано нормально. Вот видите, вот здесь переход на другой типа биом или что, здесь вообще ничего не подгружается нормально. Минус 1 койот. Мог на самом деле больше, но, опять же, не повезло, не попало. Дальше у нас открывается еще какой-то волк. Новый вид. Но, кстати, как я понимаю, животные у нас каждый раз все ближе и ближе к нам становятся. То есть здесь нет такого, что каждое новое животное все дальше и дальше. И еще что я заметил, я наблюдал за картой и заметил, что у нас всего лишь 3 типа животных на карте. Вот смотрите, вот здесь у нас есть животные. В упоре есть животные и... Где-то еще должны быть животные. Походу в правой тоже части. Да, вот, в правой части у нас есть... У нас спавнится только 3 типа животных. Они рандомно, как я понял, меняются. То одни, то другие. Ну и есть здесь ограничения, то есть слишком далеко у нас животные не располагаются. Все это по скриптам работает. А теперь у нас вот эти... Косули, это даже, наверное, не олени. Они вообще в упоре заспавнились вместо енота. О, хедшот. Просто на рандоме. Где-то вообще мисс мне засчитала. Ну да, все-таки здесь очень рандомно это работает. Но здесь, опять же, можно приписать тоже, если есть у кого-то большое желание, реализм. Но с одной стороны, игры, я считаю, не должны быть супер реалистичными, они должны быть комфортными для игры. Но с другой стороны, ну типа на охоте, бросать копье, но это очень тяжело делать метко. Поэтому, да, реализм можно здесь приписать то, что здесь какие-то копья так или иначе на такую большую еще дистанцию не будут залетать. Но дискомфорт с точки зрения игры, то, что воспринимать это как игру, да, есть. Опа! Я какого-то редкого койота одолел, или как? Мне второй гем дали. А у каждого животного есть какой-то редкий вид, что я могу бриллиант за него получить, или как это работает? Вот тут я пока что не понял. Игра вообще называется «Охотники на мамонтов», но самого мамонта у меня нет. Но мамонт это как будто прям потолок будет, нет такого ощущения? Будто бы это самое последнее будет животное в нашей охотничьей цепочке. Но я, правда, вообще без понятия, сколько нам нужно будет туда идти, чтобы открыть этих мамонтов. Но вот что я понял, уже за это время, играя в эту игру, то что здесь абсолютно нет никакого смысла целиться в голову. Да, за хедшот здесь множитель урона прям солидный, x3 где-то примерно или сколько, но при этом здесь такая точность, что лучше просто в тушу целиться. Следующее животное у нас это саблезубый тигр. Не вывезли, походу? Нет, вывезли последним броском 2600. Ух ты ж. Это у нас как раз таки стоимость прокачки такая. Вот это солидно было. Стоп. А где следующее животное? Это что, все? Я убил саблезубого тигра. У меня не открылось новое животное. А почему? О, а теперь открылось новое животное. Это какой-то медведь. А по какой логике это происходило? Я уже 3 завалил саблезубых, и у меня не открывалось до этого. Только сейчас открылось. Я думал поначалу, что это работает довольно-таки понятно, но оказалось, что нет. Что здесь тоже какой-то есть прикол. Опа! Хедшот, но меня удивило другое. Этот медведь спрятался за другим. И типа, почему у меня регнуло именно в него, я немножечко не понял. Прицел у меня вроде был на тушке впереди, странно. Но в итоге медведя я завалил, и в этот раз мне тоже придется нескольких завалить медведей. Для следующего животного, или как? 4900. А нет, с первого раза у нас открылось животное. Это у нас, я не знаю, кто это такой, но похож на ленивца какого-то. 5400. А было ведь сколько? 4900? А почему цена поднялась? У меня ведь нет никакой прокачки на такой случай. Странно. Что я могу сказать об этой игре, поиграв в нее немного? Игра довольно-таки залипательная, прикольная. Из минусов, конечно же, графика немножечко пикселит. Есть проблемы с текстурками. Ну, опять же, как для примитивной игры, ну, с точки зрения геймплея, она точно цепляет, а с точки зрения графики, ну, как будто бы это более второстепенный момент, но такое подмечание тоже можно сделать. Как таймкиллер игра отлично подходит, чтобы играть короткими сессиями. Залипательно, интересно, есть, правда, много рандома с точки зрения попаданий. Но, как бы вы это видели, я как бы это уже по ходу видео обсуждал. Есть какая-никакая прогрессия, новые животные открываются, по какому принципу здесь животные спавнятся скриптонно, я тоже объяснял, здесь ничего вроде нового не поменялось. Могут быть ситуации, когда вы попадете в крону дерева, залетело бы в дерево и были бы миссы. Наверное, самая главная проблема игры является огромное количество рекламы, но с другой стороны, игру можно запускать без интернета, как я и сделал. Я видел очень много жалоб, и по сути это самый главный источник жалоб, это отсутствие рекламы. Еще жалобы, это конечно же в отзывах фигурирует про то, что в игре много есть промахов. Но да, игра действительно довольно-таки примитивно сделана, и ничего особенного нет, но
позалипать как бы можно. Это уже ваше дело, интересно ли вам такое играть и скачивать или нет. Но я вас во всяком случае с этой игры познакомил. И надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующих выпусках.